Привет! Перед тем, как начнем, немного предыстории для наших зрителей. 2 недели назад тобой были созданы треды, они же ветки в официальном Discord КБ, в которых бурно обсуждалось улучшение ранговых систем. Параллельно с этим мне начали писать некоторые игроки по поводу тебя, я начал это все чекать и столкнулся с тем, что мнение по поводу этой тематики достаточно неоднозначное. Ну, то есть было набрано много лайков и много дизлайков, не очень положительные комментарии, потом треды были закрыты. Там фигурировали различные обвинения, причем тред с наибольшим сопротивлением, насколько я понял, был в англоязычном сегменте. Я быстро смекнул, что это все листать, сидеть, переводить, это пустая трата времени и сил, так как меня там не было, и в моменте я просто мог пустить какую-то суть, в связи с чем у нас на данную тематику сегодня состоится с тобой разговор по поводу тех идей, что ты предлагаешь, и их актуальность. Давай начнем с того, что ты за игрок, твой никнейм, представься, пожалуйста. Всем доброго времени суток, мой никнейм Kamikaze TV. Играю я примерно 3 сезона с копейками, это в текущих реалиях, плюс играл дополнительно еще 3, почти 4 сезона на ЗБТ, с 1 по 3 сезон. Скажи, пожалуйста, за вот это время на твоем основном аккаунте сейчас какой уровень у тебя персонажа? 2500 примерно. 2500. Да, и с того момента с ЗБТ тоже был 2500, но тот аккаунт я не перенес вовремя, поэтому начал заново. Понял тебя. Скажи, пожалуйста, на каком уровне сейчас у тебя держится КДА? То есть, если вот взять общий аспект по осадам, рейтингу. 3-0 по героям, где-то 86 по отрядам. Побед-поражений сколько у тебя в общем счету? В среднем 52%. Угу, понял тебя. Знаю, что ты занимаешься Твичом, Ютубом, снимаешь гайды. Почему ты решил этим заниматься и приносит ли это какую-то пользу? Может быть тебе, может быть сообществу? Так сказать, я стараюсь быть многофункциональным. На Твиче я провожу стримы больше для игроков-любителей посмотреть хай-энд контент, то есть ранки, не ранки, да. А на Ютубе я, допустим, стараюсь больше писать гайды для новичков, чтобы и не потерять и эту аудиторию, чтобы игра развивалась, как бы, и в целом было больше людей и больше информации по игре. А фидбэк это какой-то приносит? То есть обращаются ли к тебе люди, как-то, может быть, отзываются о твоих видео? Да, конечно. Больше в положительном или в отрицательном ключе? Или наоборот, возникает много вопросов? Больше в положительном ключе, в плане, если это гайды, потому что там информация для новичков непосредственно, которой так не так много в игре. Понял тебя. Обязательно дадим ссылочку в описании под видео. Ты так и не сказал, не озвучил цель, то есть вот что именно тебя мотивирует этим заниматься? Мотивирует заниматься этим просто то, что мне нравится в целом стримить. Я не люблю просто играть и не стримить, грубо говоря. Стримлю я больше для удовольствия. Но тем временем ты решил стримить именно КБ. Скажи, пожалуйста, какая твоя цель в этой игре? То есть какие ты себе приоритеты ставишь? Цели у меня постоянно разные, постоянно меняются, но в данном случае у меня цель взять топ-3 в ранговых боях. Ну а вот если ты, к примеру, займешь вот этот топ-3, ты сейчас сказал то, что у тебя было несколько целей, то есть они постоянно меняются, на какой фокус может смениться эта цель? Допустим, КБЛ. Дальше я еще активно люблю заниматься, так скажем, коллерством, то есть рейлить на тех же территориальных боях. Я хочу как-то развивать этот момент тоже. А карт на территориальных боях много, и они отличаются от осадных, поэтому я считаю, что мне есть еще к чему идти, с учетом того, что территориальные бои проходят всего лишь 2 раза в неделю. Понял тебя. А ты уже рейлил? Да. В этом проекте или в каких-то других? В этом проекте, в этом сезоне и в других. Поделишься, может, за какой дом? Я так скажу, в этом сезоне я начал свое похождение с дома относительно не сильного, то есть, средний дом. Город завоевателя, грубо говоря, не забирали. И я рейлил там буквально сезон с той целью, чтобы самому как-то поднабраться опыта больше по знанию карт непосредственно, чем нежели развить какие-то рейльские навыки там, да, или как метки ставить, или еще что-то. Это я и так знаю, как бы с этим я не считаю, что у меня какие-то есть проблемы. Ты также упомянул то, что у тебя сейчас фокус стоит ворваться в топы по рейтингу. А что такое рейтинг в КБ, если можешь объяснить для новичков? Цель в рейтинга в КБ 2 есть варианта. Первое, это просто то, что ты апаешь чемпиона, получаешь обычные наградки, то есть 2 схемы там и все, что тебе дают там, да, по стандарту за сезон. А второй вариант, это топ-25 и удержание его с целью получить так называемые флажки, которые выдаются за топ-25 и которыми ты потом можешь ходить и понтоваться, условно говоря, типа так. Но есть нюансы, что система, как по мне, убита. Это мы сейчас с тобой рассмотрим. По сути, в рейтинге есть весомая, как на мой взгляд, только одна система мотивации — это добиться чемпионского там титула, собрать наградки, жить себе припеваючи. А вот есть ли какая-то система мотивации в том,
том, что ты займешь там тройку лидерства, помимо этих флажков? Или эти флажки что-то дают? Флажки ничего не дают, просто это, так скажем, для души. Мне просто вот интересно проверить свои силы, так скажем. Смогу ли я приложить достаточно усилий для взятия и удержания топ-3? И вообще, возможно ли это в рамках обычного игрока или там стримера? Ну, здесь мы сразу проясним для ребят, которые задаются вопросом, скорее всего, о каких флажках идет речь. Это такой образ, который дается, да, ты говорил ранее, на 90 дней, правильно? То есть Да, на да. сезон, в следующем сезоне, после того, как в предыдущем ты там занял топ-3. Какого места в топе ты успел достичь? И какое оно у тебя сейчас на данный момент? В начале сезона я активно держал почти месяц топ-3, топ-3, топ-4, но потом улетел за 40 и плюс. Ну, короче, на 40 месте я сейчас остался. 41 место у меня осталось, получается. Ну, слушай, это все равно результат достаточно неплохой, я считаю. Подскажи, пожалуйста, сколько у тебя конкретно в рейтинге сыграно игр? Конкретно в рейтинге этого сезона у меня сыграно 1150 боев почти. Минус 2, минус 3, где-то так. По твоему мнению, 6 отрядов, которые сейчас, в данный момент времени, в этом сезоне играются в ранкете на постоянке. Фаланга, Железная Стража, Гренадеры Шенжи, Вейска Кавалерия, Сёнзя. Я бы добавил туда гитар. Шестым отрядом я бы поставил туда все-таки каких-нибудь либо симфонофорцев или каких-нибудь УВФ, ну, вилки так называемые. Понял, тебе спасибо большое. А скажи, ты считаешь себя хорошим игроком? Среднестатистический игрок скорее, чем хороший. Ну, играю активно, да, но опять же, насколько хороший, не мне судить. А есть ли у тебя какие-нибудь ориентиры? Ну, не знаю, лучше кого или хуже кого ты играешь? Все мы играем по-разному, и вот как-то поставить ориентиры лучше кого или хуже кого, это так просто не получается, потому что 1 на 1 ты этот результат не выявишь, сколько игра командная. Давай я тебе попробую помочь. Просто есть список таких вот имен на слуху, которые я бы хотел бы назвать, и с твоего позволения ответь, хуже кого-то ты играешь или лучше? Просто лучше, хуже, после того, как я назову ник. Договорились? Давай. Асос. Первый раз слышу. Соза знаю, но я его с ним не дуэлился, ну не могу ничего сказать. Хорошо. Вальтер. 50 на 50. Ну, что ты имеешь в виду? Ну, в плане дуэли. В плане дуэли. А какие-то классы? Ну, молот против молота. Понял. Алекс Паладин. Мы не дуэлились. Рус. Я не знаю. Варден. 75 на 25 в мою пользу. В твою пользу. BBW Lover. Знаешь такого игрока? Не помню. Тоже сейчас в ранкете достаточно часто играет. Богоподобен. Тоже не помню. Салатик. Нет. Нет, в каком плане? Нет в том плане, что не помню. Понял. Раджохан. Раджохан что-то знакомое, но я не помню. Да, тоже очень активный игрок. Троян, может, такого знаешь? Да, вот в том-то и дело, что я в основном дуэлился с иностранными игроками, потому что я играю ночью, и ночью русскоязычных игроков мало в целом, поэтому в основном находятся на карте иностранные игроки. То есть там такие игроки из популярных, как там Мадам, или там вот Кевин П, допустим, и еще там разные такие игроки, кто постоянно ночью играет. Ну, хорошо, скажи свой вариант, может быть, каких-то игроков ты там перевешиваешь точно. Ну, я так скажу, из русскоязычных игроков, с кем я дуэлился активно, это был вот Вальтер и Дикей, пожалуй. Ну еще и Ингвар был. Что по поводу Дикея, ну, могу сказать, что на Надате, конечно, я видел получше игроков. Он, конечно, хорошо играет, но видел получше. А вот на Палаше очень даже хорошо играет. Ты, кстати, упомянул, что играешь на молоте, и действительно, я заходил на твои стримы, ты постоянно катаешься на молоте. А скажи, пожалуйста, какие молоту страшны классы? Есть ли какие-то контрпики на этот класс? На самом деле контрпики есть, но все зависит еще и от билда, который ты используешь на молоте. Вот, к примеру, какой-то стандартный, самый распространенный билд на молот и самый распространенный там билд на тот класс, который ты считаешь, что его может законтрить. Я тебе так скажу, я использую нестандартные билды. Ну, хорошо, тогда твой билд что может законтрить? Ну, я думаю, что проще всего будет законтрить Ассасину или Скимитару. Понял. Тяжелые классы есть или средние? Или только легкие? Только легкие. Так как ты, скажем так, выпадаешь из всеобщего времени, играешь только ночью, есть ли у тебя какие-то ночные соперники? Есть ли игроки, которых ты выделяешь, ну, там, при встрече, в матче в качестве оппонентов, с которыми ты можешь прям вот сказать, сейчас будет туговато? Да,
могу отметить только одного игрока, которого изредка вижу, но он очень хорошо играет, и если он попадается против меня, я думаю, что будет сложновато. Его ник называется План. План? Да, он играет на копье, что очень редко, если вообще для КБ. Скажи, пожалуйста, из всех выводов, вот ты играешь 3 сезона, это практически год, насколько я понимаю, в рамках КБ. Скажи, пожалуйста, у игры вот сейчас, особенно после смены майлов на Порос, есть ли будущее? Сложный вопрос на самом деле, потому что у майлов были свои проблемы, у Пороса свои. Давай в сравнении попробуем. У игры есть плюсы? Но я думаю, то, что если ты в нее играешь, ты какие-то для себя выделяешь, можешь их назвать? Ну, самый главный основной плюс это то, что эта игра не превращается в болото в сравнении, если сравнивать эту игру с другими MMORPG. А в целом, плюсы на этом заканчиваются. Ну, может быть, какие-то интересные механики. Механики это единственное то, что да, это единственная игра, грубо говоря, где сравнивается MMORPG плюс управление отрядом, то есть и героем, то есть как бы игра по формату доты, но при этом всем она еще и имеет MMORPG составляющую, то есть охват, осады там всякие вот эти. Здесь бы я с тобой поспорил, потому что RPG вставку мы все-таки здесь пропустим, эта игра немножечко не про это. Это действительно сессионка, по сути, как дота, но это ММО определенно, но это не MMORPG, к сожалению. А вот если ты выделяешь так мало плюсов, наверное, минусов здесь превалирует, можешь их назвать? Минусов оптимизация, она осталась, к сожалению, прежней после перехода на Порос, допустим, да, но при этом всем как бы наладили они немножко баланс подисправили, чуть-чуть подисправили баланс в отрядах. И активно его поправляют каждый раз, то есть не то, что раньше мы там играли весь сезон там на одной имбе и все, там 2 отряда имбы и больше других не было. Сейчас уже все-таки появилось разнообразие в выборе отрядов. Поглядим, что будет дальше. Я правильно тебя понял, что баланс в этой игре это минус, но он сейчас активно в работе, поэтому ты его так вот слабенько выделил. Да, он активно в работе, что не может не радовать. Спасибо тебе за ответы. Теперь давай приблизимся к нашей теме встречи и развернем некоторые вопросы с позиции нового игрока. Какие есть преграды на его пути, если он, вот, к примеру, поставит себе цель добиться успеха в ранге? Ну, давай про самую дефолтную потребность этого игрока — достичь чемпиона. Все зависит только от скилла игрока или есть что-то еще? Все зависит от команды, с которой ты играешь, и в целом от твоего собственного скилла отчасти немного зависит, потому что, как я говорил, в рангах есть некоторые проблемы. Но чемпиона апнуть довольно легко в любом случае. Вернемся к тредам, которые я упоминал в начале нашего интервью. Скажи, пожалуйста, чему они были посвящены, если вкратце? И вообще, на каком основании ты начал вот эту тематику развивать? Смотри, эти треды были посвящены изменению ранговой системы в целом, чтобы поменять полностью ранговую систему, в том числе и начисление очков за победу и поражение. Потому что некоторая часть игроков, так называемая снайпер-лобби или дискорд-лобби по-другому, абьюзят просто эту тему и получают больше очков, чем все остальные. Термин, который ты сейчас употребил, дискорд-лобби. Что это вообще такое? Что ты имеешь в виду? Это сообщество игроков, сообщество популярных игроков в КБ, старых, как в большинстве своем, которые основали сообщество и запускают игру на счет 3 в 30, в 20-30 и более человек одновременно, чтобы запуститься в одно лобби и получить больше или меньше очков. Больше, чем остальные, и в случае поражения получить намного меньше, чем остальные. В чем именно состоит абуз? То есть в чем механика начисления очков в рейтинге? И на каком этапе этот абуз начинает работать? Вот этот весь абьюз с очками начинает работать, начиная с топ-100 и выше. То есть эти игроки все, которые там собираются, играют с сотого и выше ранга. Именно поэтому и система воспринимает их как серьезных соперников и начисляет больше или меньше очков за победу и поражение. А по поводу начисления очков важно понимать, что это абьюз и все. Потому что все остальное я опубликую в своем видео позднее, и там будет полностью весь разбор со всеми нюансами по начислению очков и прочее. Потому что сейчас, если это мы будем рассказывать, это очень видео затянется еще на час. Сколько человек состоит вот в этом дискорд-лобби? Есть ранее была инфа, что их 140, сейчас есть информация, что это количество
всего за все сезоны, сколько это дело существует, может составлять более 1400 человек. То есть это настолько глобально? Да, эта проблема длится уже больше 10 сезонов, а то и больше. Ничего себе. А ты знаешь каких-нибудь игроков? Может быть, можешь назвать ники? Сейчас ники называть-то точно не будем. Я это подробнее покажу в своем расследовании. Сразу скажу, что там очень влиятельные люди и большое количество людей в этом всем деле замешано. Ну, насколько влиятельные? Объясню на примере наших комьюнити-менеджеров, даже такие, как Спартан, наподобие. То есть даже Спартан. То есть и пруфы у тебя, я так понимаю, есть, и ты их приложишь. Пруфы у меня есть, я их изложу в своем видео. Ну, и, возможно, не совсем Спартан, но имеется в виду из этой же серии. Я тебе могу так сказать, что помимо вот этих снайпер-лобби, подобная составляющая есть еще и в формате CBL. Так, есть еще очень много игроков, кто играет в турнирах из этих всех игроков. CBL — это то, о чем я думаю. Это тот вот последний чемпионат, который проходил недавно в КБ, правильно? Те самые CBL с большим призовым фондом, мне кажется, у меня есть пруфы даже, что они замешаны. Ты в качестве эксклюзива, скажем так, можешь какие-то пруфы предоставить нам на интервью, или все-таки это такая вот коммерческая тайна, которую ты хочешь сохранить до выпуска полного ролика? Я думаю, сейчас не будет смысла от этих пруфов, и будет лучше подождать ролика и посмотреть его непосредственно, потому что там слишком много нюансов, и все связано друг с другом. Конкретно от начала и до конца. Комплексно, я так понял, да? Да. Хорошо, тогда скажи, пожалуйста, вот из того, что ты мне обрисовал на данный момент, то есть какое-то некое Discord-лобби, которое абузит систему. А что, собственно, есть плохого в данном абузе? Рейтинг-система, она ведь изменилась относительно недавно, после чего игроков начали мешать друг с другом, то есть если раньше там зеленые играли с зелеными, там фиолетовые с фиолетовыми, ну условно там плюс-минус, да, 2-3 места, там чемпионы с чемпионами, то сейчас, соответственно, вот эти лобни, они смешиваются. И что плохого в том, что игроки пытаются для себя сделать игру на равенстве, если и сама игра им этого не позволяет делать? Объясню. То, что эти люди делают, то есть абьюзят вот эти лобби, да, и они собирают более сильных игроков в рамках одного лобби, в этот момент страдают другие лобби, получают меньше очков. Следовательно, они ущемляют других игроков в получении очков, коих больше, чем их самих получается. Следовательно, новый игрок, который амбициозный, пришел, пытаясь апнуть топ-25, он не может получить топ-25, потому что есть вот такие абьюзеры, которые получают больше поинтов. То есть небольшое подытоживание. Я правильно понял то, что распределение очков прямо пропорционально зависит между лобби друг с другом. И абьюз, о котором ты говоришь, он для среднестатистического игрока ничем не страшен, то есть он мне даст заполучить чемпиона, к примеру, да, там в середине сезона. Он как бы мешает только в достижении вот этих топ-25, топ-5, топ-3. Не совсем так. Он для достижения топ-25, топ-5, топ-3 это непосредственно он мешает. Во всех остальных случаях у тебя просто качество игры в других лобби будет хуже, поскольку будет меньше сильных игроков в лобби. Угу. Но они же будут как бы в одном, скажем так, потоке, то есть это игроки примерно равного сорта, то есть просто из них выкидывают сильных. Выкидывают сильных и остаются одни слабые. То есть, грубо говоря, если бы это должно было как работать, допустим, там с каждой команды там по 6 чемпионов, да, и все остальное там фиолетовые и синие игроки. То есть фиолетовые и синие игроки были бы в данном бою как поддержка, то есть, да, условно говоря, ну, как некий балласт, которым нужно было бы играть от чемпионов, либо наоборот, то есть чемпионам играть от этих синих игроков. А тут получается, что тебе надо самому строить игру и так с игроками, которые и так не знают, что делать, грубо говоря. В итоге это просто превращается в сумбур, что выглядит даже зачастую хуже, чем просто в осадах. Понял тебя, спасибо за ответ. Давай такой вопрос. Он будет, сразу тебя предупрежу, не совсем корректный, но какова вероятность и допускаешь ли ты до себя такую вероятность, что это просто твой личный зашиз, вся эта система не настолько глобальна, а все найденные тобой там люди, пруфы, которые ты собираешь, это чисто подкиданная такая инфа, раздутая, которую тебе подбрасывают, ржут там за спиной, к примеру. Может ли быть это все подставой? Нет, это, конечно же, это не так. Это, так скажем, самозащита. С учетом того, что даже сами разработчики признают, что есть проблема в подобных снайперских лобби. И, просто молчат. И либо не знают, что с этим делать, либо специально
специально прикрывают эту систему, поскольку из подобных систем рождается и в том числе и как бы донат, бусты аккаунтов и прочее. То есть, да, онлайн в КБ небольшой, но это же не означает, что никто не будет покупать подобные продвижения, так скажем, своего аккаунта по турнирной таблице. А в других проектах ты вообще, кроме КБ же, играл в какие-то другие проекты, правильно? Да, конечно. Можешь назвать? Black Desert, Ion, Revelation, сейчас даже не вспомню, Destiny 2. Понял тебя, спасибо. А в этих проектах, к примеру, в которых ты играл, была такая возможность, вот эта фанпей-привязка? Осуждаем, кстати, фанпей. На самом деле, подобная тематика есть во всех играх в той или иной форме, просто в некоторых играх это более заметно, в некоторых нет. В данном случае, как добавили зеленые лобби у нас в ранке, и из-за того, что игра имеет небольшой онлайн в плане ранговых боев, это стало сильно очевидно заметно для игрока, который играет очень много боев в рамках одного сезона. Все-таки выводы по тому, то, что мы с тобой, скажем так, проблицали, сделают уже зрители, насколько эта тематика им импонирует и насколько ты был, скажем так, убедительным. Может быть, я задал те или не те вопросы, это все вы, конечно, пишите в комментариях. Есть еще ребята, которые подхватили вот эту тему и написали мне заранее анонимные вопросы. Сразу скажу, там есть ребята, которые к тебе не очень хорошо относятся, они решили остаться инкогнито. Я не могу рассказать, да, их ники, но тем не менее такой вот небольшой список вопросов от ребят, которые хотят от тебя услышать какие-то ответы. Публично, естественно. Готов? Да, конечно. Тогда первый вопрос. В какой игре с ранговой системой, условно, топ-тима, проиграв бой той же топ-тиме, теряет ровно столько же очков, сколько топ-тима проиграет ботом? Да, таких игр действительно мало, но вся суть заключается в чем? Вся суть заключается в том, что в данной игре очень мало игроков играет в ранговые режимы, и невозможно сделать так, чтобы данная система работала правильно. То есть нужен очень большой онлайн в игре, и чтобы 15 игроков плюс-минус при большом количестве не закидывало в одно и то же лобби. Опять же, с учетом того, что эта система очень долго была дырявой, то есть 10 плюс сезонов, сформировалась очень огромная комьюнити, которая может запускаться на счет 3, следовательно, абузить данную систему. Также дополнительно отвечу, что в текущие данных реалий, чтобы это пофиксить, нужно сделать так, чтобы начисление очков было одинаковым, то есть примерно плюс-минус 10 очков или там минус 25 и плюс 25. Но команды изначально подбирались равные по силе. Неважно там какие ранги будут, потому что онлайн сейчас невысокий, тут важно пофиксить изначально данную систему, а потом уже заниматься переработкой системы под онлайн. Понял тебя, спасибо за ответ большое. Следующий вопрос. Как ты относишься к тому, что многие игроки, узнав о твоем активе в данном направлении, за спиной насмехаются над тобой, называя главным клоуном комьюнити? Я не думаю, что это можно как-то комментировать, потому что у каждого свое мнение по этому поводу. У меня есть свое мнение, я решил бороться с такими лобби и буду идти до конца. Далее вопрос, спасибо большое за ответ. Система, о которой ты говоришь, пишет аноним, скорее всего, который знает о системе, которую ты предлагаешь, уже была в КБ, и от нее отказались. Как ты думаешь, почему? Они отказались по одной простой причине, потому что игроки низких рангов не могли получить чемпиона. Но, опять же, моя система и подразумевает то, что и чемпиона другие игроки тоже смогут апнуть по одной простой причине, потому что итоговая моя система подразумевает ап чемпиона по той же схеме, как это примерно есть сейчас. Переработать предлагается, по сути, только ранг чемпион. Ну и насколько я знаю, если это человек, который читал, да, твои треды первые, ты перевыпускал треды и согласился в одном из них, что сначала предоставил достаточно сырую инфу, и ты это признал, и потом ты это переделал. Да, я это переделывал, с каждым тредом все больше дополнял и изменял в ту сторону, то есть непосредственно под игроков, то есть чтобы можно было, учитывая все аспекты, которые мне приходят в личку, либо под темой в сообщениях. К сожалению, их очень мало, потому что игроки снайперского лобби пытаются максимально компрометировать тему, чтобы ее закрыть. Считаешь ли ты рейтинг объективным мерилом скилла игрока? В текущей ситуации снайпер лобби нет, однозначно. Все зависит от команды, с которой ты играешь, и в целом от твоего собственного скилла отчасти немного зависит, но в целом, если бы система была бы
ранговых боев равная для всех, то есть примерно, как я и говорил, что плюс-минус 10, но команды подбираются так, чтобы силы команд в целом были одинаковые, то тогда оно бы показывало твой собственный скилл в рамках ранговых боев, да. Следующий вопрос. Считаешь ли ты абузом накрутки MVP за счет хилок или метаюз абузом, делающим все ранговые бои однотипными с однотипными отрядами? Ну, текущий нынешний баланс КБ не позволяет сказать, что все юзают однотипные отряды. Да, есть там 5-6 повторяющихся отрядов, но хилочки тоже не сказать, что самый бесполезный отряд. Очень даже полезный на самом деле. Разделение лобби по очкам приведет к очередям по 30 минут. Как с этим справляться? С чего вдруг очереди будут 30 минут? Вполне все будет то же самое, если не будут запускаться снайперские лобби одновременно и будут запускаться в разное время. Дополнительно я в теме предлагал тему по увеличению мотивации, по улучшению мотивации игроков, чтобы разрабы добавили какой-то ресурс, который можно было фармить в ранговых боях и попутно менять там на что-нибудь. Допустим, там на духе трактата, там прочее, чтобы можно было сделать то, что тебе необходимо и того, чего не хватает. Ну, по аналогии с триумфами ты имеешь в виду, да? Да, по аналогии с триумфами, да. Человек, который задавал вопрос, скорее всего, имел в виду, что раньше-то были проблемы с тем, что люди просто апали там чемпиона, к примеру, уходили, и вот новички, которые в основном так получается, что залетают под конец сезона, то есть в межсезонье, уже не могли найти себе лобби вообще. В тредах я предлагал, как можно изменить систему для новичков и вообще в целом повысить онлайн в ранкеде. Первый из пунктов был повысить мотивацию, то есть сделать по аналогию с триумфами. Второй пункт был разделить зеленые и синие ранги отдельно от фиолетовых и чемпиона, как это было раньше. И третье — это дать возможность игрокам поиграть подольше на синих-зеленых рангах, тем, кому это интересно. Предлагал добавить кнопку для перехода на следующий ранг, поскольку на следующих рангах меняется кардинально геймплей в целом. Что думаешь, как насчет убрать пати из рейтинга совсем, ибо таблица индивидуальная, а не групповая? Идея на самом деле очень хорошая, но я считаю, что это приведет к сильному разделению между игроками, и все-таки игроки с одного дома зачастую хотят зайти в пати, то есть в ранговые бои. Да и в целом даже игры, запускающиеся на счет 3, там, допустим, 2-3 пачки, не будут такой большой проблемой при системе с одинаковым количеством разделения очков, то есть плюс 25 минус 25, как я утверждал ранее. Спасибо тебе огромное за ответы. Вопросы от анонимусов у нас закончились. Ну, на этом, я думаю, то, что мы с тобой закончим. Спасибо огромное, что поделился мнением. Спасибо, что рассказал о рейтинге, потому что у меня нет отдельного видоса по этой тематике игры, и вот я решил с тобой обсудить, тем более у тебя такая, скажем так, интересная причина посмотреть на это не только с обывательской стороны, но и со стороны человека, который в него достаточно часто играет. Спасибо большое. Давай, тебе тоже большое спасибо. Пока-пока. Пока-пока.